Думаете, это просто песок? Как бы не так. Вот эта куча – причина, почему через год ваша стяжка треснет, а фундамент начнет пить воду. Привет! Многие думают, что песок, он и в Африке песок. Закажу машину подешевле. А когда ваш фундамент, стяжка или отмостка трескаются, многие думают, что проблема в цементе или в кривых руках. Но настоящий враг прячется там, где его не ищут – в обычном песке. Сегодня я научу вас вычислять главных диверсантов, которые тихо разрушают ваш дом изнутри. И покажу то, чего вам не скажут на базе стройматериалов. Мы проведем простой тест, посмотрим на песчинки под микроскопом, и я дам вам чек-лист, который сэкономит вам десятки тысяч рублей на переделках. Досмотрите видео до конца, там будет шпаргалка, которую будет полезно сохранить. Обычно происходит так. Вы звоните по объявлению, заказываете машину песка, мешаете бетон или раствор, а он трескается через несколько дней. Почему? Потому что вы взяли не тот тип песка. Сейчас мы разберем, в чем разница между карьерным и речным песком на уровне физики, проведем тест с банкой, чтобы найти скрытую глину, посчитаем, как размер песчинки ворует ваш цемент, и разберем реальные примеры, где можно сэкономить, а где категорически нельзя. Давайте к базе. Глобально у нас два бойца – карьерный и речной песок. Смотрите, вот карьерный песок, его добывают во врагах. Под микроскопом он выглядит как битое стекло, угловатый, шершавый. Это круто. Цемент вгрызается в эти грани, сцепление бешеное, поэтому для стяжек и штукатурки он топ. Раствор получается жестким и прочным. А вот речной песок. Вода его шлифовала тысячелетиями. Он гладкий как шарик. Цементу тяжело за него уцепиться. Он скользит, зато в нем нет грязи вообще. Это чистый кварц, и это критически важно для бетона, который работает в земле. А сейчас проведем водный тест. У карьерного песка есть страшный враг – глина и посторонние примеси. Смотрите, я беру обычный немытый песок с карьера и кидаю в воду. Вы думаете, это просто мутная вода? Нет, это рентгеновский снимок вашего будущего фундамента. Это муть, это лед, который через 3 зимы прямо сейчас на ваших глазах начинает рвать ваш бетон изнутри. Почему это катастрофа для фундамента? Глина, пыль и примеси обволакивают песчинку жирной пленкой. Цемент просто не касается камня. Это не всегда заметно визуально, но бетон получается рыхлым. И самое страшное, глина впитывает воду и разбухает зимой, разрывая фундамент изнутри. А если внутри арматура, глина держит влагу возле металла, и он начинает гнить, даже если снаружи сухо. А вот речной песок чистый, для фундамента только он, или тщательно промытый карьерный. Теперь про деньги. Размер имеет значение. Если что, это я про модуль крупности песка, или по-другому МКР. МКР до 1,5. Представьте, это как сахарная пудра, мелкий и пыльный. Чтобы обмазать каждую такую микропесчинку цементом, нужно очень много цемента. И дело не только в том, что вы выкинете на ветер 20-30 тысяч рублей, а то и больше на лишний цемент. Бетон на такой пыли – труха. Это значит, что паркинг или дорожка, которую вы залили летом, раскрошится после первой же зимы, а стяжка под теплым полом пойдет паутиной трещин. Придется все демонтировать и делать заново. Как вам такая идея? МКР 2-2,5. Это как манка, золотая середина, идеально для стяжки и бетона, минимальная усадка и меньше трещин. Крупный, как гречка, выше 2,5, идеально для мощных фундаментов. Запомните, крупнее песок, крепче бетон, меньше риска, что придется все переделать, и что немаловажно, экономия не только на замесе, но и на ремонте в случае разрушения бетона со временем. Считайте инвестиции в будущее. Давайте на примерах из жизни. Друг решил сделать штукатурку и взял дорогой речной песок. Он же чистый, но с таким песком раствор получился тяжелый, сползал со стены, а после высыхания пошел паутиной. А почему? А потому что речной песок слишком гладкий, ему не хватило сцепления. Представьте, вы сделали дорогой ремонт, выбрали идеальную краску или обои, а у вас со стены сыпется песок. И теперь все нужно сдирать до голой стены и начинать с нуля. Для штукатурки нужен карьерный мытый песок. Его острые грани дают отличное сцепление с цементом и липкость к поверхности, на которую наносят штукатурку. Сэкономили на отмостке вокруг дома. Взяли дешевый карьерный песок с глиной. Казалось бы, какая разница, это же просто дорожка. Но отмостка работает в жестких условиях, дождь и мороз.
Глина внутри бетона работает как губка. Она впитывает воду, а зимой замерзает и расширяется. В итоге бетон просто разорвало изнутри. Через год отмостка вся в трещинах и крошится под ногами. Как результат, деньги утекли как песок сквозь пальцы, и нужно все переделывать. А это не только финансовые потери, но и потери времени, которые можно было бы потратить куда более полезным или приятным способом. Вывод. Стены и стяжка внутри, где сухо, карьерный мытый песок. Фундамент, отмостка и улица, где влага, речной песок, чистый и не боится мороза. И третий вывод. Скрытые диверсанты, глина, пыль и примеси в песке, как банда мелких хулиганов, обязательно напакостят. Каждый вредит по-своему, а вместе большая общая угроза. А есть ли альтернативы? Да, есть. Искусственный дробленый песок. Это когда дробят горную породу. Он достаточно чистый и супер острый, но цена кусается так, что бюджет стройки улетает в космос. Его берут только для сверхпрочных бетонов. А можно ли брать морской? Можно, но осторожно. В нем есть соли. Если его плохо промыли, эти соли потом выступят белыми пятнами на вашем красивом кирпичном фасаде. Поэтому в частном домостроении речной и карьерный мытый – наши короли. Привет! Я запустил онлайн-курс по арт-бетону. И окупить его реально с 1-2 квадратных метров отделки или даже с одного заказа. Это не курс от гуру, который все знает идеально. Это система, которая позволит вам хорошо зарабатывать или наоборот экономить, которую я сам лично отработал за несколько лет. Нашел практически идеальные пропорции арт-бетона, техники и подходы, чтобы не тратить время на эксперименты, как это делал я. Этот курс для вас, если вы хотите зарабатывать на арт-бетоне. Лично я неплохо заработал за лето 2025 года, больше 1 000 000 рублей всего на 5 объектах. Или если вы хотите самостоятельно сделать крутые скалы или камни и при этом сэкономить свой личный бюджет. На курсе вы научитесь делать реалистичные скалы и камни, гранитный арт-бетон для ступеней, подоконников и столешниц, свои фактурные валики и штампы и, конечно же, покраску, чтобы ваш бетон максимально был похож на натуральный камень. Для тех, кто хочет зарабатывать, после курса у вас будет технология для высокого ценового сегмента. Клиенты готовы платить от 12 500 рублей за отделку под камень и от 35 тысяч рублей за отделку под скалу. Кроме того, клиенты даже будут готовы оплачивать ваши расходы на командировки. Покупая мой курс, вы получаете бессрочный доступ к курсу и удобный график его прохождения, то есть в том режиме, в котором вам максимально удобно. 30 уроков – это почти 16 часов видео. Для обмена опытом закрытое сообщество в Telegram или прямо на обучающей платформе. И контакты тех, кто хочет начать зарабатывать на арт-бетоне, я добавлю на свой сайт в раздел «Партнеры», и это будет для вас еще один способ окупить мой курс. Многие думают, что для того, чтобы делать что-то из арт-бетона, нужно обладать какими-то крутыми навыками. На самом деле это не так. Вам не нужно быть ни художником, ни скульптором. Достаточно только понять принцип технологии. И также вам не нужен дорогой инструмент. На старте вам достаточно будет купить самый дешевый инструмент или какой-то инструмент вообще взять в аренду. Итак, если вам стало интересно начать зарабатывать или наоборот экономить на арт-бетоне, актуальную цену на курс и его программу вы можете посмотреть по ссылке в описании. Спасибо, что досмотрели до конца, и теперь продолжаем просмотр основного видео. Итак, вот ваша шпаргалка. Нажимайте на паузу и делайте скриншот прямо сейчас. Если вы приехали на базу, первое. Сожмите песок в кулаке. Если он слипся в комок, испачкал руку желтым, в нем много глины. Для бетона такой брать нельзя. Остановитесь! Второе. Спросите модуль крупности. Если говорят, да обычный песок, наставите на том, что вам нужен от 2 до 2,5. Если нет такого, разворачивайтесь и уходите. Третье. Помните, мытый карьерный песок – это универсальный солдат, если вы уверены, что он реально мытый. Надеюсь, теперь вас не разведут на доставке сыпучки. Напишите в комментариях, знали ли вы про тест с банкой. А в следующем видео мы разберем миф наших дедов. Клей ПВА в бетон. Реально ли он делает раствор крепче гранита? Или это способ убить смесь и выкинуть деньги? Я проверил и расскажу об этом в следующем видео.
Подписывайтесь, чтобы не пропустить краш-тест с ПВА, а также прошу вас поставить лайк и написать любой комментарий. Это очень важно для продвижения видео. До встречи на стройке! Смотри наши другие видео.